Мой проект «Апостол платит деньги» успешно работает. За 4 месяца я уже выплатил более 30 миллионов рублей. Сегодня я хочу обратиться к представителям и сотрудникам спецслужб РФ. В частности, к ГУ ГШ, в простонародье ГРУ, к ФСБ, к службе внешней разведки и, в принципе, к любым военным, которые работают с нашими предателями. Меня интересует информация о предателях среди силового блока нашего. Очень интересные люди из СБУ, ГУР, службы внешней разведки, полиции. В принципе, о любых людях в погонах, которые предали нашу страну и сливают вам информацию. За подобного рода людей я заплачу от $500 000 рублей. Плачу на карты банков РФ или в криптовалюте. Сумма может быть очень большая, в зависимости от уровня человека, которого вы дадите. Также обращаюсь к отставникам силового блока РФ. Если вы уже находитесь на пенсии, я могу очень сильно поправить вам ваше благосостояние. В принципе, все по классике. WhatsApp, он в приоритете для общения. Telegram, куда можно написать. Также здесь появится электронная почта и этот Telegram-канал. Пишите, все анонимно. Готов платить деньги не только в РФ, но и в Украину. В виде доказательств меня интересует переписка, звуковые файлы, голосовые сообщения, фото документов, куда вы платите, как вы платите. Информацию проверять будут от недели до месяца. Суммы большие, поэтому нужно будет подождать. Пишите, пообщаемся. Даешь добровольное согласие на запись и публикацию интервью? Конечно. Фамилия, имя, дата рождения, откуда? Это секретная информация. Вам она не нужна, так что вот так вот. Какая область? Курганская. Курганск. Ага. Это где вообще находится? Рядом Тюмень, Челябинск, Екатеринбург. Урал. Считается Урал, да? Ну да, за Уралом. Угу. А Бурятия это далеко? Честно, в географии... Это тоже рядом. Там, да. Мобилизованный или контрактник? Контрактник. Контракт. Все контрактники сейчас пошли, значит, все понимали, куда идут, зачем, да, уже все было, понимание, осознание. Ну, если честно, нет. Если честно, вообще... Ну, как, в каком году месяце ты контракт подписал? 4.10.23. 4.10.23. Ну, почти 2 года уже шла война. Ну, как-то тему войны особо вообще не касался. Дом, работа, семья и телевизор. Не смотрю в интернете, как бы не подписан на ресурсы. За новостями не слежу, я понимаю. Также это вообще, это возможно, в этом можно поверить, что человек едет на войну, короче, и вообще не интересуется, что там происходит? Ну, вот как-то так. Может, тяжело поверить, но... Ну, держи в уме, что поверить не то, что тяжело. Для нормального человека это тупо невозможно. Возможно. Ну, ты согласен или нет? Ну, смотри, ты едешь на войну. Идет война, почти 2 года. Но, ты говоришь, я ехал на войну, но я ничего об этом не знал. Ты поверил? Ну, как бы то, что идет война, знал, но не знал вообще, в принципе, что такое война, как это, на самом деле на передке происходит, это раз. А во-вторых, я даже и не мог представить, что меня кинут прямо на передок. Почему? 24 года, 2 детей, жена. Не судим. Прекрасно. Не судим. Прекрасно, идеально вообще. Джекпот. Ну, как по мне. Цель подписания контракта? Финансовая. Короче, ты поехал на войну, чтобы заработать бабок. Да. Я ничего не придумал? Нет. Все. А что, такие проблемы с деньгами? 24 года, 2 детей, несудимый. Ну, город небольшой у меня, поэтому зарплаты небольшие. А уровень жизни уже приближается по ценникам, наверное, как к миллионникам. Съем жилья дорого. А у тебя не было своего жилья? Нет. А вы снимали, да? Съем. Угу. И жена работала, и ты работал? А, жена, наверное, не работала. Жена работала. Жена тоже работала. А где жена работала? Зарплаты маленькие. Продавец в магазине. Продавец в магазине. Продавец в магазине, это среднестатистическая история. А ты чем занимался? Грузчик разнорабочий. Грузчик разнорабочий. Такая же среднестатистическая ситуация. Да, зарплаты не ниже среднего, но 2 зарплаты, наверное, прожить может. Сколько, это в цифрах сколько? 50-55. У тебя? Нет, это вместе.
Вместе? Да. Не густо. Не густо. Не густо, конечно. Но что? А образование у тебя какое? 9 классов и 2 курса колледжа. А что колледж не закончил? В армию ушел. Типа пришло время по возрасту идти в армию? Ну, прогуливал колледж, дело шло к отчислению, пошел в армию. Думал, после армии приду, восстановлюсь, доучусь. Понял, ты это, неблагополучный этот вот элемент. Ладно, не суть дела. С армии пришел, не доучился. С армии пришел, познакомился с девушкой, потом расписались, родился ребенок. Таким вот образом. Понятно. Доучиваться уже некогда было. В общем, образования у тебя специального как такового вообще никакого нет. Специальности нет. И тем не менее, если бы ты понимал, что тебя кидают на передовую, пошел бы еще раз? Нет. А что бы делал? Ну, отказался бы идти. Не, я понял, отказался бы идти. Тебя никто и не заставлял, ты сам контракт подписал. Ну, Я говорю, в жизни что делал бы? Ну, работы нет. Ну, работал бы дальше, не знаю. Скорее всего, пошел бы учиться на помощника машиниста. Вот тут осенила мысль. сколько у вас учатся на помощника машиниста? Если не ошибаюсь, 4 месяца слышал. 4 месяца. У нас 3 года. На вахту бы куда-нибудь, возможно, уехал. Угу. Ну ладно, расскажи свою историю. Тебя подписал ты контракт, дальше что происходит? Без вот этих учебок это неинтересно. Куда привезли уже в Украину уже воевать? В Донецк. В Донецк привезли. С Донецка, прям с окраины города, уже повезли в населенный пункт Первомайское. Посадили в БМП вовнутрь. И доехали прям в населенный пункт Первомайское, где машину разули, дверь заклинила, ладно, еще вот мехвод выскочил и двери нам еще хотя бы открыл, так бы, скорее всего. Это вас привезли на точку для выполнения какой-то задачи? Да. Наша задача была это занять позицию в доме напротив позиции хлопцев. Напротив позиции хлопцев каких? Украинских? Ну да. Ага, аж так прям, да? То есть вы знали, что напротив вас... Мы еще не знали, это мы уже когда высадились, короче, подъехали к точке вообще, машину сразу тут же вывели из строя. Слава богу, механик-водитель нам открыл дверь, потому что дверь заклинило. Кто вывел из строя и каким образом? Выстрел РПГ. Ага, ну понял, нормально. Ну да. Ну. Все, после чего, получается, двери нам открыл, мехвод помог. Побежали все кто куда, везде прилеты, артиллерия уже работает по нам, сбросы. Забежал в первый попавшийся дом, за которым находился окоп, где сидели хлопцы. Хлопцы, соответственно, поняли, что кто-то в дом забежал, нас 3 человека забежал, я, товарищ и механик-водитель 3. После чего хлопцы сразу подбежали с другой стороны дома и крикнули, типа... Я как понимаю, ты хлопцами называешь конкретно украинских военных? Да, так точно. Так точно. А сколько вас было? Вас? Всего ехало на задание. Приехала туда, на точку. На точку приехало так. 3 машины по 6 человек в машине. Ага, нормально. 18 человек. 18 человек. Ну и плюс 3 мехвода получается. Так, в одну машину прилетела с РПГ. В одну машину прилетела с РПГ, с остальными машинами, если честно, даже не знаю, что случилось, потому что, шок, просто вообще непонимание, что происходит, везде прилет. Это как бы не полигон далеко, это страшная штука. Побежал, говорю, просто куда глаза глядят, забежал в дом, за которым хлопцы подбежали к углу дома, кто хочет жить, выходите, сдавать. Я тут же выхожу, автомат кладу. Один товарищ сразу в окно и в другую сторону, в поле побежал. Который со мной заходил в дом. Я не знаю, что с ним стало, а мехвод что-то начал, сопротивляться, кричать, был убит. Правильно.
Я после чего сдался сразу. Сопротивляться, кричать, блядь. Ну, на базаре или что, блядь? Не знаю, как-то так. Тебя берут в плен, все, друг мой, давай. Это самое. Да, Правила сдачи в плен, знаешь, есть такие даже? Правила? Да. Нет, правил не знаю. Что сказали, то и делал. Ну да, это и есть правило, в принципе. Вот. Вести себя тихонько, Да. не дергаться, ничего не делать, лишних движений, потому что нервы на пределе. Да. Бам-бам и нет, все. Даже просьба, чтобы не убивали, как бы, ну, все равно испуг страшный. Ну да, как бы выводил их из себя, поэтому молчи, говорит, лучше. Хочешь жить, просто молчи. Мысли, конечно, разные были, но спасибо хлопцам. А чё мысли разные были? Ну, что сейчас просто застрелят и все в окопе. Нет, это я понял. А такие вещи, что сдаваться в плен нельзя, потому что вас там порежут, запенят, там все такое рассказывали вам? Да, так рассказывали, что такая практика якобы есть. И яйца там вырезают, и Да, яйца вырезают. уши отрезают, там всякое такое рассказывают. Да. И почему это рассказывают вам? Не знаю. Не знаешь. А мысли есть? Без понятия. Может быть, когда-то, где-то, может, и было такое, я не знаю. Ну, либо просто выдуманная басня для того, чтобы не сдавались в плен. Не-не-не. Когда-то где-то такое, может быть, и было. Ну. Конечно. С вашей стороны это вообще постоянно происходит. Но смысл не в этом. Для того, чтобы это всем рассказывать, это рассказывают всем, это должно иметь массовый характер. То есть наоборот. Ну, Твой случай должен быть исключительным. А тут наоборот. Случаи, когда какие-то проявляются жестокость, это исключительный случай. Так вот. Если случай не исключительный, и ты видишь точно таких же самых, которые там сдались в плен или которых взяли в плен, все живы, здоровы, вон на лагере тут ходит людей столько, что как бы глазом не охватишь. Почему? Почему вам это говорят? Что вы должны... Ну, я говорю, скорее всего, для того, чтобы мы просто не сдавались в плен. Да, не сдавались в плен. А зачем? Почему? Ну, не знаю, чтобы, ну, как-то запугать и, как по мне, это психологическое влияние делать, чтобы ты, я не знаю, там, гранату просто взорвал, подорвался сам и подорвал других. Правильно. Ну, это как-то так получается. То есть твоя жизнь для них, получается, если они что такое говорят, не представляет интерес? Ну, я не знаю, это как бы тоже все трудно и запутанно. Трудно и запутанно. Получается, как бы, с какой-то стороны, что, не знаю. Трудно и запутанно. Да. Ничего трудного и запутанного. Возможно. Ничего трудного и запутанного. Если ты подорвешься сам, еще и нашего подорвешь, это для них будет для идеальный России расклад. это будет все равно выгоднее, чем я просто сдамся в плен. Конечно. Потом тебя с этого плена забирать. Марокко. Вот. Правду расскажешь кому-то. Марокко. И не убил никого вообще при этом. Или убил? Убил хоть кого-то? Нет. Честно, нет. А что ж с остальными твоими? Ты один в плен попал? 18 человек приехал, ты один в плен попал? Нет, нас тут 3. С такой же историей, как у тебя? Ну, да, скорее всего, да. История у всех почти одна. Просто я сразу Так, же еще раз населенный пункт, где эта хата? Первомайская. Первомайская. Просто я сдался самый первый. Буквально, я не знаю, минуты 3 прошло, как мы приехали и высадились, а остальных на следующий день и еще через день, получается. И то есть они уже раненые. То есть они пытались там воевать, но я не понимаю, это же все ж компактно в одном месте происходит. Ну ты, в принципе, не знаешь, что с другими БТРами, да? Ну, они, в принципе, рядом все остановились. А наших сколько было? Так, 8 хлопцев. 8. 8 хлопцев. 3 из них были ранены, поэтому... Трое наших были ранены? Да, 3 были ранены. Ранены вами не знаю, в тот момент честно, или до этого? Честно, не знаю. Вроде как до этого, потому что до этого еще заходили на это же место машины. И хлопцы уже были ранены, когда я сдался в плен. Я говорю, сразу первые 3 минуты. Вот. Также помогал потом эвакуировать их. Что за подразделение? У нас? Не, вот это, которое брало нас в плен. Честно, не знаю. Не сказали. Ну и правильно. Конечно, красавчики. Стоят на одном месте. Уже 3 раненых. Вы валите, они вас, косят. Еще и в плен берут. Да. Вообще респект. Вообще респект. Так,
ты ничего такого страшного и не увидеть не успел. Увидеть не успел. Ну, почему 200-х уже видел. Ну, как где ты их видел 200-х? Ну, там, когда мы переходили, мы, получается, с этой дислокации, потом еще под утро, вот там, получается, до утра по нам работала артиллерия, делали сбросы. Потом мы не могли, короче, с этой точки отойти. Это еще перед тем, как вас повезли? Нет, это вот уже когда вот на передке было, когда у хлопцев был. Как, у них была хата сделана, землянка, так. И был как погреб сделан из бетонных плит. Так. Вот. Хату разобрала, я не знаю, какой-то прилет был мощный, я уже в плену был. Был мощный прилет, хату разобрала. Потому что мужики перебежали к нам в погреб, бетонные как плиты, блоки. И давай делать сбросы птички. Вот, ну, рядом с этим, как погреб был, рядом с погребом. В итоге, короче, столько сбросов было сделано, что 20-сантиметровая стена из блоков ее просто выбила. И то есть, если бы еще один сброс следующий был бы, то, возможно... Так знаю, кто эти сбросы делал? Ваши, что ли? Российские, да. То есть, они видели, что я был в плену, и как меня долбили. И долбили именно по этому месту. Вот. А мы с тобой пытаемся выяснить, зачем и почему. Ну да, вот. И после того, как эту стену просто выбило взрывом, мы, вот повезло то, что на полу лежали батареи нового, между прочим, образца, вот эти легонькие такие батареи. И вот мы начали просто эту дрянь закладывать всем, что было. Вот эти батареи тут наложили всячески. Я бушлат свой снял, лопаты были. Давай землю нагребать, все, что только можно. Тебя не скочевали, да? То есть у тебя руки развязаны? Меня сначала связали. Но вот после того, как стенку выбило, так как 3300, остальные, ну, такие уже тоже уставшие, все равно как бы на передке были. И все, я сам предложил, говорю, мужики, развяжите руки, я помогу хотя бы, потому что, ну, так и так. Ну, не сразу согласились, но потом все равно развязали. Ну, понятно. Да, помогал. И вот мы всю ночь эту стенку просто баррикаду строили. Мы ее только построим, подлетит сброс сделает, где-то что-то все равно вылетит. Походу, как уже работали вместе, не было к вам уже? Нет, было все нормально уже. Как бы никакой агрессии, ничего, мужики там и воды давали, и сигареты угощали там. Ну так, у вас же говорят, вы с нацистами воюете. Это нацисты были? Нет, это были... Натовцы, может быть? Нет, это были просто простой народ, такие же, как и мы. По-польски говорили? Нет. По-английски? Нет. Зачастую даже по-русски. И что? В основном по-русски разговаривали. И что теперь делать с этим? Не знаю. Какая же цель спецобосрации? Там, не знаю. Если тебя кинули для того, чтобы воевать против таких же, как ты, только они у себя дома, а ты нет. Да, это... Понимаешь? Да. Понимаешь, что ты оккупант? Понимаю. Ну, так что теперь делать с целями этой всей истории, которую объявляли? Не знаю, честно, как это... Ладно, сейчас... Сейчас стыдно, что вообще полезли сюда. Стыдно, да? Конечно. Добрый день, меня зовут Владимир, я журналист из Украины, ваш муж у нас в плену. Здравствуйте, Владимир. Вы давно знаете, что он в плену, или только сейчас узнали? Я знаю с 9 марта. 9 марта тебя взяли в плен? Нет, 4-го. 4 марта. А 9 кто-то из наших дал позвонить? Нет, не звоните, записывали на видео для военкомата, чтобы жена с этой информацией в военкомат. Уже все сделали наши вместо меня. Ну, и вы ходили в военкомат с этим видео? Мне ваши прислали фотографии. Да. Фотографии тоже. 9 марта. Да. Прислали фотографию, поступал звонок с вашей стороны. Да. Что вот мой муж находится там-то, вот Да. у вас. Ну и вы ходили в военкомат? Была только фотография. Да, я ходила в военкомат, я написала заявление на розыск своего мужа. Я включила мужа в списки на обмен. Будете с ним говорить, да? Ну, если есть такая возможность, конечно. Может, вы не хотите? Нет, я очень хочу поговорить со своим мужем. Разговор под записи для публикации. Хорошо. Привет. Все хорошо у тебя? Все хорошо. Все, не переживай, все будет хорошо. Идеально, Мы тебя идеально, у него все идеально.
В списке на обмен я тебя включила. Все инстанции, какие возможно, я всех поставила в известность. Мы тебя очень ждем домой. Попадешь под обмен, все будет хорошо. Дети дома нет? Да, дети дома, доченька тут папа. Детей можете показать и убрать с объектива. То есть не надо, чтобы все время был ребенок. Привет, Как? моя ягодка. Все, иди, поговорить надо, иди. Потом придешь, потом. Нельзя слушать. А когда я отключусь, можно поговорить, хорошо? Иди. Все. Все. Как у вас дела? А нельзя, да, озвучивать? Можно? То есть я смотрела Запад один. записи, что там, есть определенные места пребывания, куда можно отправить посылку. Запад один. Запад один. Запад один, все найдешь в интернете. Как, что, куда. Я уже ознакомилась с данной информацией. Ознакомилась. Мне пришлось. Ну, Насколько я не хотела вникать, пришлось. как у вас дела хоть дома? У нас все стабильно. Дом работает. Все хорошо у нас. Понятно все. Бабушка как, нормально? Все не переживай. Бабушка, да, все хорошо у бабушки. Все хорошо. Все тебе передают привет. Мы все ждали этого звонка, что ты согласишься на интервью. Что будет разговор, увидеть тебя действительно, что ты вот живой, целый, любимый. И это чудо, что ты все-таки попал туда, а не вернулся в цинковом гробу домой. Да. Да что вы говорите? У вас не жена, а староста класса какая-то просто. Уже все везде оформила и даже понимает, что вы могли вернуться в цинковом гробу. А чё же она вас сюда отправила в таком случае? Наверное, Вот нет проблем. остается Она не такой вопрос. отпускала. Никто не думал, что он попадет туда на передок. Да. Как говорится, они все должны стоять там где-то на границе. Где-то на границе. Подожди, где-то на границе. я сейчас отдам тебе телефон, я что-то просто сбился тут. Глупыми вы не выглядите. Ни вы, ни он. Так? Вы не могли поискать информацию и понять, что всем говорят одно и то же, но все попадают на передок? Ну, пока не коснулись как-то нет. Когда он заключил контракт, вообще, по крайней мере, когда он заключил контракт, думали, что он попадет просто в какую-то часть, то есть вообще не в вашу сторону, то есть у нас же много частей по городам. Вас как звать? И будет в две части. Дарья, я эту историю слышал уже не менее 500 раз. Вот. Вы слышите, да, меня? Слышал не менее 500 раз. Все, что вам нужно было, это включить просто мой канал, интервью с военнопленными и послушать точно такие же истории. Вы думаете, это мы придумываем, да, все? Ну, как? Это мы их заставляем это говорить или что? В чем проблема, не понимаю? Да нет, почему? Нет, точно не заставляет их. Так. Если бы было какое-то насилие, то смысл было бы выходить на интервью и показывать их живыми, родным, давать поговорить. Верно. Ну так я же говорю, эту историю рассказывают уже раз 500. О том, что сказали, что на передок не поедешь, а все в результате оказываются на передке. Едут под разными предлогами, а оказываются все в одном месте. Вы же могли эту информацию найти? Ну, поверили на слово, вот и все. Нет. Я про ваш канал не знала до того момента, пока муж не попал в плен. Угу. Ну вы уже знакомым, друзьям, близким расскажете про наш канал? Обязательно. Это не ради подписок, поверьте. Я уже столкнулась с этой ситуацией, то есть... Это вот просто может жизнь кому-то спасти из ваших и соответственно, из наших. Потому что они сюда идут не только убивать, но и гибнуть. Не только гибнуть, но и убивать. Война здесь идет, понимаете? Да, конечно. Следующий вопрос. Опять-таки, глупыми вы не выглядите. Он поехал сюда ради денег. У вас что, там в сверхсупердержаве нет возможности двум молодым людям найти работу, которая будет обеспечивать их молодую семью? Двум.
Ну вот муж не мог найти себе работу. И еще раз говорю, он не знал, что его отправят на передок. Он просто пошел служить в вооруженные силы. Идем дальше. Если бы он погиб, а погибнуть он, наверное, мог или нет? Мог. Были шансы, да? Конечно. Конечно. У него были неплохие шансы погибнуть. То, что я выжил, говорю, это просто осталось чудом. Ваши дети остались бы без отца. Как бы вы себе это объяснили? Пожалуйста, не надо только делать это с микрофоном. Это очень страшно. Как бы вы себе объяснили это? Ну, не знаю, даже, если честно. Как бы я им это объяснила? Себе, не им. Им бы вы рассказали, что отец погиб героем, там еще какую-то лабуду. Себе. Ну, не хотелось бы в это верить, это принимать. Но вы бы понимали, что и на вас лежит весомая часть вины за это? И лежит за то, что он сюда пошел? Ну, возможно, да. Угу. Следующий вопрос. Цели спецоперации, зачем это все нужно? Ну что, ваша жена быстро все разузнала, все знает, все хорошо. Я могу спросить? Могу. Это же не то, что она, там, знаешь, в селе забитом каком-то сидит и кричит на меня. Ча! Вчера кричала. Все, давайте, расскажите. Цели спецоперации. Не знаю, я в политике не сильно сильна. Мне вот сейчас пришлось только во все в это вникнуть. Ну, и что? Пришлось вникнуть. И что вы навникали? Ну, это точно не мирное население решили к вам пойти самовольно. Немирное население решило к нам пойти самовольно? Что имеется в виду? Дарья, ну говорите, не стесняйтесь. Все, заикаемся. Связь плохая? Да, вы прерываетесь. Ну ничего страшного, сейчас может стабилизируется. Вы остановитесь, прекратите просто бегать. Вы бегаете все время. Мне приходится держать дверь, чтобы дети не заходили. Да, мне главное, чтобы они в кадр не попадали. Так, ну вы навникали что-нибудь? Так особо ничего, то есть с вашей стороны информация в основном через Телеграм идет, с нашей стороны нам тут в телевизоре пытаются что-то показать. В телевизоре укронацисты говорят, укронацистская армия, вообще нацистский режим, там киевский режим вам говорят. А ваш муж сюда приехал, говорит, ни нацистов не видел, ни даже натовцев, ни поляков, никого. Как, что происходит? Вам что, врут? Возможно, да. Возможно. Я так смотрю, ваша жена... жена... То есть те, кто там побывал, они уже видели это своими глазами. Да. То есть я здесь слышу ушами, можно сказать. Ушами слышите, да. Ну, а вы верите, что украинцы нацисты какие-то, что нас нужно денацифицировать? Я даже не знаю, что ответить. Да или нет? Верите или нет? Нет, я не хочу войны и не хотела бы, чтобы она продолжалась. Я вам хочу сказать, что ваш муж как быстро вернется домой, это зависит от вас. Знаете почему? Потому что у нас есть тут люди, которые 3-й год в плену сидят. И никому они не нужны. Потому что за них никто не звонит, никто не спрашивает и никто не ходатайствует. Так и сидят. То есть просто не знают, что они находятся? Нет, знают, но не забирают. То есть чем больше вы будете проявлять инициативу для его обмена, тем больше шансов, что он приедет домой. Все, передаю ему трубку. Да, я на связи, если что. Хорошо. Дай. Ну, а что у тебя над бровью? Ты ковырял себе лоб? Да. Говорил себе. Зачем ты ковырял себе лоб? У меня там прыщ был. Это он любит делать, типа нормально.
Психическое того? Смотри, а то суицидных наклонностей нет? Нет, суицидных нет. Ну хорошо. Жить и только жить. Нет, когда вернешься, там все, пожалуйста, здесь не надо. Тебя подстригли? Да, модная стрижка, крутой барбершоп. А то у меня есть фотография, где ты на бабня похож. Ну да. С подбитыми глазами, да? Ну, я так поняла, что это от завязанных глаз было. Нет. Перетянуто просто было сильно. Ясно все. Нельзя стой, смотри. Что там, дети как? Что нового? Дети хорошо, дочь только вот вчера ездили к Кате в гости, поздравляли там с днем рождения Дениску. Дочь сегодня с кашлем проснулась, всю ночь кашляет. Понятно. Бабушка Сейчас твоя как, подлечится. нормально все? Бабушка твоя? Бабушка, да стабильно, ничего не меняется, все так же. Понятно все. Ходить тоже не начала, а? Лежа все? Чего? Лежа. Давайте завязывать уже, потому что там еще 5 человек стоит, а у меня еще 5 после обеда, так что... Ладно, я там письмо отправил еще через Красный Крест. Вот, там еще тоже написал по поводу посылки, по поводу денег, лицевой счет. Знаешь, что есть здесь? Запад-1. Нет, не знаю. Про лицевой счет нет, не знаю. Туда можно переводить деньги, да? Да, туда можно переводить деньги. Тут магазин, но тоже все в порядке очереди. По поводу звонков не знаю, будут еще, не будут. Но может еще позвоню. Так, Запад-1. Да, Запад-1. Дальше все через интернет смотри, ищи. И... Ну, блин. Там есть группы, все есть. Группы и там узнавай, чтобы как быстрее на обмен попасть, куда звонить, кому звонить и в военкомате, раз ты говоришь, что было все нормально. Ладно, давай, люблю, целую. Тут вот какая штука. Из России в Украину уже 3-й год летят ракеты и бомбы. Если бы в вашу квартиру бы прилетело бы, как бы вы к этому отнеслись? Ну как, явно не радостно. А как мы должны относиться к вам в таком случае? Ну, у нас по телевизору как бы тоже, ну, по информационным каналам показывают то, что летят с вашей стороны. Конечно, и будут лететь. В ДНР, ЛНР. И Нет, кто, стой. кто из них вообще? ДНР, ЛНР? Нет никаких ДНР, ЛНР. Ну, есть Донецкая, Луганская область, Украина, да? Есть страны, есть территории, границы обозначенные. Вот вам бы просто бы не думать бы про ЛНР, ДНР, да? И все было бы у вас хорошо и у нас хорошо, да? Мы бы тут бы разобрались. Я тебе не хочу рассказывать ликбез, почему ДНР, ЛНР. ну, Потому что вы туда пришли еще в 2014 году. Куча пруфов есть. И вот началась война. Вот. Поэтому не ДНР, ЛНР, не. Твой мирный город, вот в него прилетает ракета в твою жену, в твоих детей. ну, я понял вообще И- вопрос. Ну. А из России летит к нам. И я вас спрашиваю, а как мы должны к вам относиться? Ну, суть ненависти нашей к вам, ты понимаешь? Ну, конечно, да, я понимаю. Ты думаешь, я вот это сейчас с вами общаюсь со всеми такой толерантный, да? Это Это потому что понятно. мне сильно хочется? Нет. Мне хочется, чтобы вас домой забрали, наших бойцов отдали. Вот что мне хочется. Это верно, да. Ну, это понимаем, то, что под каким предлогом мы находимся и кем считаемся. Ты понял, что здесь происходит? Конечно, да. Понял. Посоветуй своим друзьям, знакомым, близким, людям, которые тебя смотрят, сюда прийти повоевать. Нет, конечно, это наоборот, против этого, чтобы сидели дома и не лезли вообще в политику и политические эти дела. Просто если бы народ никто бы не вышел, им бы пришлось договориться миром. Все равно найти какое-то решение без войны, без военных действий. Ну, если просто мы бы все сидели Ты дома. это сложные какие-то вещи говоришь. Друзьям, знакомым, близким скажи, можно здесь ножку потерять? Можно и ножку потерять, и ручку потерять, и в принципе жизнь свою тут оставить. Хорошие шансы есть на это.
99%, что ты останешься. Вот это вот поймут люди. А так какие-то там народ мирный, война, мирным решением. Вы же не политики сами Да, говорите. поэтому- А как только ты такие вопросы задаешь, начинается сразу какая-то геополитическая история. Чуть ли не геополитика. А тут все просто. Пойдешь, ножку потеряешь, ручку потеряешь, голову И потеряешь. денег ты тут явно не заработаешь. И денег что-то не густо, да. Ты заработала хоть что-то? Нет. Как, а что, на карту вообще ничего не пришло? Ну почему оно приходило, но оно уходило на форму купить, и, там. То есть первых пару месяцев, это ты пока входишь в эту движуху, это ты тратишь на форму, на Да, амуницию. да. То есть ты постоянно там перевозится, надо покушать, на покушать скидывались, потому что, ну, хочешь покушать, надо скинуться. Как бы так. И даже на расположении в Донецке, то также там сами себе быт, чтобы обустроить, надо скинуться и купить, поставить, чтобы пользоваться чем-то. Понял. Даешь добровольное согласие на запись публикацию этого видео. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, откуда? Неважно, неважно, Шапку сними. 6-й неважно. Контрактник. контрактник. Знал, куда едешь, знал, что будешь делать, все в курсе был. Приблизительно, да. Ну и как тебе, типа, ехать на войну? А цель. Ну, мне изначально подписания в контракта. военкомате вообще сказали, то, что так как я до этого ранее не служил, А что до этого ранее не служил? ну, меня не взяли в армию. Чего? Ну, вот это стояло по болезни. Какого рода болезнь? Психолога не прошел. Психические заболевания. Нет, у меня нету как бы заболевания, чего психолога не прошел в то время. Ну, подросток был дерзкий. Вот такой. Дерзкий? Но сейчас тоже. Дебоширил? Ну, было такое, пока в школе учился. Сказали, сначала пройду обучение, там 3-4 месяца, и потом, типа, на контракты, ну, остатки, что там останется на границе, прослужу и домой отправят. Что, типа, на передок, типа, не кинут. Что, типа, в тылах пробуду. Ну, а потом уже, когда приехал в курсы на обучение, нам уже командиры сказали, что там говорят в военкоматах, это все неправда. Да. Сколько реально учился? 2 недели. Не 4 месяца. Не? И потом попал куда? Попали в тыл, оттуда уже выбросили нас через буквально около месяца, уже на передок выкинули. Как называется направление? Ну, Населенный пункт. Табаевка, вот это Табаевка. Табаевка. Взяли, да. Угу. Это у тебя один был боевой выход? Да, Один, первый и последний. Типа. да. Расскажи, что там, сколько вас было, на чем ехали, зачем ехали? Пешком заходили, Пешком? да. Сколько Да. человек? Несколько групп по 7 человек. Первая группа пошла, сразу одного убили, 2 раненых, 5 разошли. Потом уже по темну заходили мы, 8 человек, мы все зашли. Из 20, ну, Какое между вами расстояние было, когда вышли? промежуток времени, не расстояние. Промежуток времени. Они заходили, да, по светлу пошли, первая группа, потому что не знали, сказали, там никого нет, все чисто, все там, блиндажи, не блиндажи, все там есть. Вот там командир роты пошел сразу тоже с ними туда, а мы уже, нас вечером начали туда, ну, с посадки довезли до рельсов, там выкинули, и встретил проводник, и мы пошли пешком. Туда заходили, уже по темно. Зашли туда 29 января и сидели до 18 февраля, пока нас там не разбомбили. Разбомбили, засыпало. Чем? Баба-Яга, Дронами? Баба-Яга, дроны, да. Днем дроны, ночью Баба-Яга. Ночью нас засыпало, обрушило полностью все. Там как бы не блиндаж был, а такой типа вот как гараж. В гараж заходишь, там еще типа бункера такого маленького. Понял. Уже 200-е, 300-е были на тот момент? Да, 1 200 и 3 или 4 300-х. И еще когда группа приходили, многие не доходили, многих... По дороге? Да, которые нам приносили воду, еду.
Их вот что, нас начали окружать. Их то снайперы, то пулеметчики, их ранили, кого убивали. До 18 февраля нас вот ночью Баба-Яга полностью разбомбила уже, засыпала нас. Мы 1,5 суток выкапывались оттуда. Было у нас в общем 25 человек, 6 в яме, вот с кем я был. Нас, мы выкопались, двое только вылезли оттуда. И 4 остались там. Они им физически оттуда не выбраться, они по телосложению крупные, а там щель такая, только маленькая. Вот только мы вдвоем вылезли, а всех остальных засыпало, все мертвые. Вот вылезли, я побежал, меня ранили в легкое, и все, и сразу взяли в плен. Тебя одного туда взяли в плен? Нас 2 было. Здесь с тобой? Нет, я не знаю где. Понял. Потому что в госпиталь увезли потом. Сколько человек ты убил, пока вот оборонялись вы? Ни одного. Ну как это? Откуда ты знаешь? Вот так, я даже не стрелял, когда зашли на позицию. Моя задача там была помогать раненых перевязывать и заряжать и магазины. Ну и то на нас только был 1 раз накат, вот, как там заходили, когда разведчики, как раз в этот момент на нас произошел накат, а все остальное время мы сидели, даже никто не стрелял, просто сидели, оборонялись, окапывались. А как именно вас взяли в плен? Подошли к вам? Нет, нас когда засыпало, когда мы уже это разбомбило, мы вдвоем вылезли, побежали. Говорю, меня ранило, и нас взяли в плен. Ты на наших выбежал фактически? Да. Нас уже все там, потому что как мы заходили, все полностью круг взяли. И выбежали на ваших. Понял. Ты ничего страшного такого и не видел, по сути? Только трупы и все. Много трупов видел? Много. Сколько? Ну, примерно. Десятка 3-4 точно видел. Десятка 3-4 трупов. Да. Закапывали, вот когда был накат. Это ваши были? Да, наши. И одного вот вашего закапывали. Вот когда мы зашли на эту позицию, там вот в гараже лежал украинец. Мы его закопали потом. И что, вот, когда накат был, нашего убили. Мы их все закопали как бы. Одного и второго. Это у вас команда такая была закапывать? Как бы, просто этих всех людей родные ищут. Понимаешь? Их надо эвакуировать, их надо на экспертизу, их надо обмен телами проводить и все такое. Нам ротный наш сказал, команда роты, он с нами был, он боялся оттуда выйти, когда зашли. Сказал закопать. Мы в этом же гараже их и закопали. Что сказать? Чтобы они, как говорится, не разлагались, не тухли. Чтобы хотя бы не разбомбило или еще что-то. Говорит, каждую ночь нас бомбят, пусть хотя бы под землей лежат. Пытались сделать на навеску, что здесь такие-то, это бессмысленно. Каждую ночь, когда прилетала, Баба-Яга бомбила, все разорвало. Ну, понятно. Это как раз понятно. Так цель твоя какая была подписывать этот контракт? Что ты для себя преследовал, какую цель? Послужить в армии. Как бы хотел, но Тут прикол в том, что пока речь шла о срочной службе, ты не подходил. Как только речь пошла о войне, ты подошел. Странно? И тогда не брали, у меня получается категория В в этом военном билете не брали. Здесь без разницы какая-то категория, типа можешь я же вот и говорю. Типа можешь служить. Я же вот и говорю, что оно-то вроде как тогда играло роль, а сейчас не играет. Хотя срочная служба это вроде как проще, чем война, да? Тогда не подходил, а сейчас подошел. Странно? Да, конечно, странно. Странно. Много ничего не Ну, послужить рассказали. в армии зачем? Какая цель? Ну, вот денег заработать, что? Так, что эти деньги, бумага, они есть, их нету. Для себя, Для себя, для чего? увидеть, что там, как в армии вообще есть. Ты реально думал, что ты будешь в армии служить, что Да. ты не будешь воевать? Да, как мне обещали в этом военкомате. А если бы знал, что будешь воевать, пошел? Нет, конечно. У меня рука не поднимется в человека выстрелить. Да даже в собаку с кошкой.
сразу бы отказался. Добрый день. Это мы матери дозвонились? Мама, да. Матери, да. Меня зовут Владимир, я журналист из Украины. Ваш сын у нас в плену. Вы сейчас об этом узнали или раньше знали? Нет, сейчас вот когда... А, вы не знали, да? А вы про него наводили какие-то справки? Ну, где он, что он? И что вам отвечали? Ничего не отвечали. А когда вы вообще с мамой были на связи последний раз? 28 января. 28 января? Да. То есть вы уже 29 почти 2 больше. месяца, вы уже почти 2 месяца не выходите на связь? Да. Почти 2 месяца он Мне не... сказали, что он считается без вести пропавшим. Сказали, что считается без вести пропавшим. Довожу до вашего ведома, что он не есть без вести пропавший. Он находится в плену и с украинской стороны имеет официальный статус военнопленного. Соответственно, такой же статус ему должны присвоить с российской стороны, и он должен пойти на обмен. А присвоят ему или не присвоят этот статус, зависит от вас. Понимаете, что я имею в виду? Что я имею в виду? Ну, это надо кому-то обратиться, да, чтобы... В Министерство нападения, в военную прокуратуру, в военкомат, во все инстанции вам нужно обращаться. Сейчас я вам дам с ним поговорить, можете записать его, если у вас есть второй телефон, например, да. То есть там вам не будут верить, вам будут говорить, что нет, что нам нужны доказательства. Вот вам доказательства. Говорить с ним будете? Да, конечно. Ну, может, вы не хотите, откуда я знаю? Да ну вы что? Нет? Нет. Ну, разговор у нас под записи для публикации. Ты понял, о чем я говорю, маме, да? Ну, объясни, может, она мне не верит. Сыночка, привет. Ну, перестань. Сына, Ой, нормально все будет, все нормально. Мы тебя искали. Мы тебя везде искали, в прокуратуру написали везде. Мы тебя вытащим. Все будет хорошо, сына. Ты живой, это главное. Мы тебя любим. Слышишь? Я вам письмо написал, отправил, вчера забрали письмо. Хорошо. Ну, я так там Давай. вкратце написал, что, как, почем. Держись, слышишь? Да. Все нормально у тебя. Отхожу после отхожу. Слышишь? Мы, говорю, всего добьемся. Ну-ка, возьми себя в руки. Нам тоже нелегко. Все хорошо, отхожу после операции. Какая операция? Ну, пулю доставали. Мы, ничего, слава богу, все. Через правое легкое прошло, ребра сломало и так. Ну так все хорошо, это как бы ничего серьезного. Все сделали хорошо. Пули достали, кровь выкачали, все нормально. Ну и дай бог. Ну, все понятно. И мама, вам, которую вот группу, вот когда создавали, я уходил, ты туда писала? Нет. Напиши. Я со Спардиком общаюсь. Да пошел он, гондон дырявый. Эй, зачем так говоришь? Ой-ой-ой, извини. А почему он гондон дырявый? Потом позже объясню. Да, ну хорошо. Напиши, там есть такой человек, он там оставался. При штабе, Моцарт. Он должен, чтобы он вещи мои вам отправил. Там телефон мой. Ну и так, что я Вам документы, которые я отправлял, пришли? Нет. Ну, там, кому там, Светке или кому должны были прийти же? Не было документов. Только карточки. Только карточки. Документов нет. Ну, знаешь, придется все восстанавливать. Угу. Как бы так. Ну давай, вспоминай, что ты еще хочешь сказать. Я тут 2 слова тоже скажу. Да, говорить. Я пока вспомню. Разговаривать. Как дела? Уже лучше. Да. Угу. А зачем сына на войну отправили? Мы его не отправляли. Как-то. Мы его не пускали туда. Сам пошел? Он принял решение, да. Да. А погибнуть мог? Мог. Горит мог. И что?
хорошего было бы? И вам бы тело бы даже не отдали бы. Но он сам лично закапывал людей, которые погибли рядом. Сколько людей закопал ты? Двоих помогал. Двоих всего закопал. Помогал закопать. Помогал закопать. А сколько видел всего трупов? 3. 3 трупов видел всего. Ваших и нашего одного. Понятно. Что ж тут понятно. А потом получил ранение, мы ему предоставили медицинскую помощь, а сейчас его кормим. А у вас говорят, что мы нацисты. Какие-то неправильные нацисты, что ли? Я даже не знаю, что сказать. Честно. Ну скажите, что вы думаете? Вот ваши люди идут тут в нашу страну зачем-то. Стрелять, убивать, гибнуть. Зачем? Не знаю. Не знаете. Я даже не знаю в таком случае, что спросить. Потому что вы говорите, все хорошо, а оно как бы нехорошо. Совсем нехорошо. А вы знаете, что вот его сейчас поменяют и обратно отправят воевать? Наверное. Не знаю даже. Понимаете это, да? Поменяют и отправят обратно воевать. И второй раз ему уже, может, так не повезет, как первый. Да или нет? Говорите по сути и... Ладно, мам, там будет по возможности, как позвонить вам, я буду вам звонить. Да, хорошо. Телефон всегда с собой держи. Просто я не могу тебе точно сказать, когда это будет все. Хорошо. Ну а так, все хорошо, мам. Чего вы плачете? Сына увидела. Ой, плачу. Ну, забирайте его из плена как-то, ходите там, говорите. Вот он вам. Вы его записали с экрана, что он в плену? Да. Записали? Все. Несите, показывайте, рассказывайте. Пусть забирают. Второй раз может уже так и повезти тебя. Да, я знаю. Понимаешь? Ну ты же хотел в армию. Вот сейчас пойдешь на обмен и снова в армию. Чтобы уже сполна насладиться, так сказать. Тут нет такого желания больше сюда идти, в эту армию. Желание ж как бы, оно ж, в общем-то, от тебя не зависит. Контракт-то ты уже подписал. Да, это уже понятное дело. То, что подписал, твоя жизнь, это уже не твоя жизнь. Располагают ей как хотят, только не ты. Хоть будешь как-то пытаться уйти? Конечно. Всеми способами, то, что будет возможно. Понятно. Ну, в таком случае осталось только попросить тебя порекомендовать своим друзьям, знакомым, приятелям, всем людям, которые тебя увидят на этом видео, порекомендовать им идти в Украину, воевать и... Не советую это делать, не подписывать контракты, не приходить в чужую страну. Сидите, мужики, дома, рядом с семьей. Разочарование. Почему так? Лучше дома с семьей, чем погибший и не вернувший домой. Скажи так, сколько шансов погибнуть? Все 99%. Остаться без ручки, без ножки? Все 99%, как не все 100. Ну, это убедительно. Убедительно. Не, ну может кто-то хочет просто. Ну кому-то жить надоело так. Если так, то проще он под поезд. Быстрее, эффективно очень. Быстро, четко. Все. Да, а так ногу, Может, руку, книгу потом про тебя напишешь. ногу, руку оторвет, будешь еще мучиться. А так быстрее и эффективнее, да. И наверняка, да. Под поезд. Понятно.